все переговоры. Офигеть, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я признаю сразу, я не с Украины, с Германии. Да, Я знаю, пожалуйста. что, Андрей, вы не разговариваете с россиянами, поэтому я и не с России, но и не буду вас вводить в заблуждение, что я с Украины. Без проблем. Спасибо большое, что оставшись. Как вы думаете, почему Европа не помогала и не помогает Украине победить? Есть у вас понимание Да, 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 ответа да. на этот вопрос? Как вы думаете, какое ваше Не мнение по этому преследуют поводу? такой цели. Я думаю, Почему? изначально так и готовился такой план, ну, это только мои субъективные предположения, чтобы довести Украину вот до того состояния, в котором она сейчас находится, и дальше более-менее ослабить ее, не Россию, а потом разграбить, что вот путь разграбления уже состоялся вернее, на документах. Я имею в виду... Украину разграбить? Да, да, да. Боже, что взять у бедной Украины? Она и так уже вся ограблена. Вот, А что демография. что планирует Европа у нее взять-то? А Вот такой еще уже тоже взяла. версии я не слышал. А что взяла? Самый драгоценный ресурс это люди. Людей? Да. Ну, может, про людей, да, но некоторые страны нуждались, но явно далеко не все. Но То есть есть в Европе страны, нуждающиеся, у них демографический кризис, это понятно. Но далеко не все страны в Европе нуждаются в людях, населении. Ну, конечно, далеко не все. Ну, вот в частности, Германия, как вы думаете, нуждалась или нуждается? Германия, да, и Да. нуждалась, и нуждается. Ну да, Германия получила отличный профит. А американцы в виде земельных каких-то. Но у американцев проблема. Эти ресурсы еще как бы они на бумаге подписаны там для разработок дальнейших, да, для. Но как это все освоить, вот тут теперь У заковыка. американцев проблема, они не знают, с кем связались. А они вроде по факту, по документу должны будут получить прибыль, а получат убытки. Ну, это они Вот не я знают. уверен в этом, уверен, я не знаю как, но я уверен. Откроют там предприятия по отгрузке, по загрузке, по добыче, им скажут, надо инвестировать, тут надо открыть, надо купить новые машины, нужно купить там еще, потом раз приедут, комиссия приедет проверять, а скажут, ничего нету, все сгорело. Беспилотник какой-то прилетел, все сгорело, вот колесо осталось. А остальное где? Не знаем, сгорело все как-то, все, ничего нету, надо Они новое покупать. понимаете, И новые миллиарды пошли туда. они с А нами отгрузки не как не было, так и посоветовались, они с людьми, родившимися в Советском Союзе и сейчас живущими где-то здесь на Западе, они не посоветовались, что ну не А надо. что же делать тогда украинскому народу? Какие? А вот это варианты? беда. Я как раз вот веду блоги тоже свои на Ютубе, и я с противоположной точки зрения, Колорад и ватник туда-сюда. И как раз вот этот вопрос меня очень сильно задевает и корежит, что Вы русских поддерживаете, в смысле? Вы Россию поддерживаете? поддерживаю Германию, но считаю, что Кремль был загнан в угол и повел себя таким образом. Как раз таки То вот... есть оправдываете вооруженную агрессию? Ну, тем, что они были вынуждены так сделать, как бы... Я, сама виновата. Андрей, я не юрист, я не могу сказать это с точки зрения юридической какой-то, да? Без понятия. Слушая россиян, они одни параграфы приводят в свою защиту, слушая наших, они в обвинительные другие параграфы. Какие параграфы? Ну, У нас есть большой договор о самоопределение дружбе и сотрудничестве. Самоопределение кого? народа. Вот про Крым в частности. Ну, мы сейчас отходим немножко. Есть право на самоопределение нации. А какой в Народа Крыму как живет народ? такового. Отдельный крымский народ? Крымчан каких-то? Теперь да. Да нет. Нет, когда-то мы все с вами, вы не были украинцем, я не был немцем. Мы были, вы славянин, я германец. И в частности, дальше мы были какими-то племенами. Наше самосознание перерастает, что-то происходит с людьми, и мы соединяемся, и образуется народ. Вот так же происходит и в наше время. Да это же право нации на самоопределение. Русские давно самоопределились. Да. Русский народ давно самоопределился. У них есть Россия. И если кто-то неожиданно в Германии, в Украине, в Никарагуа такой раз и самоопределился, я же русский, мне нужны березки,
мне нужны русские песни, ай, люли, люли, хочу носить на голове этот, как он называется, забыл, кокошник, 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 да, все. Он такой говорит, сделаю в Никарагуа Россию. Нет, берешь Конечно, вещи да. или не берешь, и едешь в Россию, уже самоопределились. Да, все правильно. Есть народы, которые страдают без возможности на сегодняшний день самоопределения. Например, курды. Курды есть такой народ? Да, Есть. есть. Культура есть, язык, все есть. А страны своей нету. Да. Вот они имеют право на самоопределение? Да. А где бы им самоопределиться? Вот короче, это вопрос. Это вопрос. Да. Но здесь же мы говорим про самоопределение луганского народа и донецкого народа. Нет, здесь немножко народа. другая история. Здесь немножко другая в чем история. там ничего там такого, никакого там права на самоопределение не было и близко. Да, если там, в Крыму я же говорю, люди, которые хотели бы, история. чтобы они жили в России, надо им было ехать в Россию. Ну а почему? Хорошо, вы не считаете, что в 2014-2013 году украинский народ как общество раскололось? Вот как раз-таки Майдан послужил тем самым триггером. Это логично. Во время революций, во время сложных внутриполитических событий в стране происходит ослабление. Но точно так же, как бывает осложнение после гриппа. Да. То есть, когда человек заболел гриппом, да. как-то ковидом каким-то, не дай бог, и вот организм ослаб, слабость, все. И тут появляется какая-то бактерия, которая, не знаю, я сейчас образно прям совсем. Я понимаю. И она раз такая, и заболели суставы у человека. Нарушение, там, воспаление какое-то в суставах. А это потому, что организм ослаб, потому что он был слаб, потому что организм была направлена на борьбу с вирусами, а тут какие-то бактерии появились и напали на суставы. Принимаю. Да, это возможно. Так это же подлость со стороны России. Подождите, напасть. Это вы... Самый неподходящий момент. Дайте я парирую. Да, вы называете это бактерией. Я могу назвать или увидеть, или допустить как вариант, что это была не бактерия, а какой-то ген. И когда этот ген попал в новый организм, это выросло во что-то новое. Это внешняя агрессия. Бактерия, она находится не внутри в организме, а попадает извне. И этими бактериями были вежливые люди, которые мы же не знаем, откуда они взялись, а такую форму можно купить в любом военторге. Это и есть внешнее воздействие. И получилось так, что человек, который получил инфаркт, к сожалению, упал и был слаб, как страна, которая после Майдана, момент смены власти и так далее, то кто-то у него под шумок, пока он человек без сил, украл телефон. Так можно сделать? Нельзя. Это еще и большая. Смотрите, вы правильно сказали, что организм ослаб, и какая-то часть организма, она не захотела идти тем путем, который, куда ее вел. Да нет, это внешнее воздействие, это вооруженное нападение. Внешнее воздействие способствовало тому, чтобы та часть организма спокойно сделала свой выбор. Вызвала это. Это была подлость со стороны России. Это самый неподходящий момент для Украины. То есть, если брать во внимание те заверения в братскости, то, что мы братские народы, то братья себя так не ведут. Когда у брата твоего, родного, как утверждала Россия, у твоего родного брата, пожар, ты же не идешь теленка воровать. Нет. Пока он пожар, ты говоришь, а что это ты теленка не защищал? А он, видишь ли, сам пришел. Конечно, я привязал веревочку к нему, понятное дело, открыл ворота, но ушел-то он сам, я же его не нес. Стойте, он своими ножками пришел ко мне, Андрей, и теперь живет у меня. Я ему клеймо поставил. Андрей, мы забываем про поезда и автобусы дружбы. Мы забываем про все это. Но это не... Какие поезда дружбы? Которые... Я в Луганске в 2014 году. Я помню вас давно, вы с листочками. И тогда еще было... Ой, я забыл, как это называлось. Короче, было такое предложение, типа радио, как-то там люди общались так между собой, голосовые сообщения были. Я забыл, это предложение такое странное было тогда. Я забыл, как оно называется. Вот там было очень популярно. И люди такие, все, бандеровцы едут, на автовокзал, срочно. И такие, собираются люди на автовокзале встречать какие-то автобусы с бандеровцами. Их не было ни одного. И ходили там что-то, все, там какая-то машина поехала, Жигули поехала, все, давай ловить каких-то тех, которые приехали бить
местных. Ну, Не Андрей, было ни вы, одного. Это была вот, истерия. Никаких Андрей, поездов следуя в Русские вашей не было. логике, вы очень плохо относитесь к своему государству в том смысле, что мы, если идя вашей логикой, мы приходим к тому, что 52 человека, это Гиркин и Стрелков, которые пришли из соседнего государства за теленочком, вот этой веревочкой, они смогли забрать этого теленочка. Это Потому что мы были 25% слабы. вашей территории. Конечно. Мы были слабы. А вот сейчас приди 52 человека, забери А какой-нибудь без Краматорск. поддержки местного населения получилось бы это сделать? Местного населения поддержки не было. Но не было и сопротивления. Это не Ну, одно и то же, перестаньте. понимаете? Отсутствие сопротивления и наличие поддержки — это вообще не одно и то же. Это не одно, И я вот соглашусь. поддержки не было, а сопротивления тоже не было. А из кого? Сопротивления не было по причине ослабленности организма государственного, а Андрей, поддержки не было. Андрей, скажите- Гиркин сплакал в Славянске. Да что же это такое? У меня женщин приходит больше, из России люди приезжают, а местные шахтеры, мы приехали им тут свободу дать, не приходят, в ополчение не записываются. Кто такие Моторола откуда сепаратисты приехал? тогда? Моторола откуда приехал? Это я знаю, да. Это... Ну, А кто такие Гиркин, вообще Стрелков сепаратисты? откуда? Бородай откуда? Сепаратисты кто такие вообще? Сепаратисты, приверженцы сепаратизма. Ну, это же украинцы, ёшкин зеленый. Бородай? Нет, москвич. Ну, Бородай Гиркин? не сдерживал 4 там батальона. и Моторола? Нет. А кто же тогда? Это командиры, Кто из да, местных? которые командиры, я соглашусь, которые А были... кто же? А кто же А тогда? солдаты ихние кто были? Они же украинцами командовали. Солдаты, которые пришли с Гиркиным, были русскими. Который хотите кричал в сказать, что Краматорске: «За поребрик отойдите». Вот эта шутка про запоребрик откуда сегодня взялась? Этимология этого слова. Почему Россию называют запоребриком вообще? Потому что Андрей. слово поребрик в Украине Да, не я знаю, это используется как не бордюр. используется, да. Это... Ну так откуда оно взялось? Слово запоребрик откуда взялось? Я вам пытаюсь донести, что вы мне говорите, что командование это было с другой стороны. Я Да нет, ничего против не было говорю. снабжение, оружие и личный состав. И Была ли какая-то часть подтверждает людей, ли это, что... была ли какая-то часть людей, которые взяли в руки оружие против своей собственной Ну, армии? ведь это Да, большая такая часть. часть была. Это Нет, большая не была часть. большая часть. Нет, конечно. Из войск. Из Да, сепарат- конечно, нет. А в плен потом брали русских десантников с 331-го парашютно-десантного полка. Сколько человек? А сколько нужно, чтобы доказать, что Нет, там была а сколько участие российской обменов армии? было и сколько вообще украинцев на украинцев меняли? А сколько нужно доказать о том, что были русские солдаты? Сколько нужно сказать, что их сколько должно было быть человек? Андрей, ну я Чтобы взяли последую в вашей плен. логике. Я люблю. Мне так нравится, что вы попались. Вы идеологически очень хороший человек. Вы выражаете свои мысли. Я пойду вашей логикой. И тогда на сегодняшний день Россия воюет с силами НАТО. А хоть один солдат НАТО попал в плен? А граждан Европы разве там нет? Я говорю не про граждан Европы, а про солдат НАТО. Это же не одно и то же. Это... Я не говорил про граждан Российской Федерации, которые попали в плен. Я говорил про солдат армии Российской Федерации. Это солдаты 331-го парашютно-десантного полка. Это тех, кого обменяли на Надежду Савченко, Александров и Ерофеев. Это майор Старков. Это действующие военнослужащие статус обмена? армии Российской Федерации. Андрей, а сколько статус солдат обмена? НАТО, армии НАТО взяли в плен за все эти годы, с 2014 года Ну в это Украине, не прям Россия? военнослужащие действующие. Конечно, все на бумаге подгоняют. Я прекрасно понимаю, А я что... говорю про действующих военнослужащих, которых в 2014-2015 годах брали в плен. Я же говорю не про граждан А в России, качестве а кого про их- действующих военнослужащих. Разве их меняли как комбатантов? Или военнопленных? Кого? Статус военнопленных разве был у них? Старков попал в плен, майор Старков, с КАМАЗом боеприпасов. Он свернул не туда на блокпосту. Ну, так он плакал, говорил: Владимир Владимирович, признайте меня. А его не признавала Россия. Он говорит: я действующий майор, но я же не боевой майор. Я просто занимаюсь логистикой, я возил просто снаряды. Он плачет вот такими слезами. Я ж, что я, заберите меня, Ну вот пожалуйста. следуя этой Я не логике, буду. можем ли мы Так он тогда майор, утверждать, он что Россия майор сегодня с Старков. НАТО воюет? Был суд, он признан военнослужащим Российской Федерации, он во всем сознался.
с документами, со всем на свете. Тех, кого взяли в плен, Александров и Ерофеев, с оружием в руках, они действующие военнослужащие Российской Федерации. Это не с танкисты, действующим оружием. не танкисты? Нет. Они разведчики. У них специальные автоматы, вот эти укороченные, которые находятся на вооружении только армии Российской Федерации и никогда не продавались. Нет, я допускаю, что там были... таких взяли в плен во время боя. Это Андрей, не граждане России, а военнослужащие Российской Федерации. Которые добровольно пошли туда служить. Да не добровольно, не по приказу. Как они добровольно туда пошли? С оружием в руках? По приказу уже потом, когда они вступили в эти... Так как они добровольно говорят, я возьму оружие, сбегаю в Украину, повоюю немножко. Они говорят, да пожалуйста, ради бога, как хочешь. Танк возьми еще с собой, танк. Нужная штука, да. А инструктора есть у вас, натовские инструктора? Хоть один военнослужащий попал в плен, воюющий во время боя. В плену я не знаю, но убитыми Нет, не есть. было. Убитыми да есть. Не было. За все эти годы ни один действующий военнослужащий любой страны НАТО или любой другой вообще не натовской страны в плен взят не был. Ни один. А действующие военнослужащие Российской Федерации в плен попадали с 2014 года. А убитыми мы будем принимать, что их присутствие? Если человек уже убит, он не считается? Хоть один действующий военнослужащий армии НАТО или других стран был убит? Нет. В ролик я вставлю. Да нет! Действующие граждане других стран, скорее всего, были. Но мы говорим про действующих военнослужащих. То есть солдат армии США, солдат армии Великобритании. Не тот, который когда-то был солдатом. Я понимаю которого по приказу послали воевать в Украину. Я вас понимаю. Таких не было. Просто дело в том, что вы утверждаете, что армия России была там. Конечно. Естественно. Я допускаю, что какие-то отдельные люди, принимали участие, но не как армия России. Подождите. Как это отдельные солдаты 331-го парашютно-десантного полка принимали участие? Как это? Это примерно... А поедем-ка мы, наверное, всей ротой в Украину. Подождите, Андрей, помните чеченскую войну в 90-х? Вот Казахстан на то время уже был свободным, суверенным государством. Но я помню, как у нас шли с казахстанской армии добровольцами в армию России с армией Казахстана. Они заполняли бумаги и ехали туда. О чем нам это говорит в нашей ситуации? Можем ли мы по этим поступкам, поводам или говорить, что армия Казахстана принимала участие? Смотрите, если мы говорим с вами про участие армии России в этой войне с 2014 года, то нужно сделать комплексный вывод. Есть ли присутствие военнослужащих, действующих военнослужащих, заметьте, действующих, не тот, который уволился вчера, а действует, который еще не уволился, который служит. Соответственно, он служит и выполняет приказы. То есть, если такие случаи есть, и он такой случай не один, хотя достаточно одного, а эти случаи массовые, то мы говорим о том, что личный состав присутствовал. Потом мы говорим про логистику. То есть, осуществляла ли армия Российской Федерации логистику, поставки? Я допускаю, что помощь была, осуществляла. Да. То есть, это майор Старков, который и попал в плен как действующий военнослужащий, вместе с КАМАЗом боеприпасов. Где он его взял? Он его загрузил у себя в воинской части. А в то же время с той стороны что происходило? Подождите, я вам говорю про доказательства. Личный состав был? Был. Логистика осуществлялась? Да. Поставки боеприпасов были? Были. Теперь, были ли поставки вооружений? Да, были поставки вооружений. То есть Министерство обороны Российской Федерации поставляло свое вооружение на территорию Украины. Тогда для участия в конфликте. Соответственно, логика. И если личный состав был, логистика была, боеприпасы поставлялись и вооружения поставлялись, то это и есть армия России. И тогда... Она состоит из личного состава, логистики, боеприпасов и оружия. Хорошо. Так что еще нужно? Дайте смотрите, хорошо, я принимаю то, что вы описали. Тогда у нас должна быть
место и дата пересечения русскими войсками украинской границы. Вы открываете отчеты ОБСЕ, смотрите их, и там есть четкие указания, когда, в какие дни и что пересекало. Ну, то есть, какие КАМАЗы, где, в конкретно каком участке. Подождите, вы Есть про КАМАЗы отчеты- гуманитарной есть отчеты- помощи, про белые КАМАЗы? Нет, это А как про раз какие КАМАЗы, КАМАЗы которые тогда? не гуманитарной помощью. Совершенно нет. Ну, Абсолютно хотя бы нет. номер Есть какой-то. отчеты. Ну, Я уже эту методичку выкинул за ненужностью. Но все отчеты были. Если вы откроете отчеты ОБСЕ про ТОС-1 Буратино, откуда оно взялось? Если вы откроете Минские соглашения и посмотрите, какие вооружения нужно отвести. Ну, например, там... я знаю, да. Торнадо Точка С. У, Кто его должен ураган отвести, там. Торнадо С? Ну, кто должен отвести комплекс Торнадо С? РЗСО Торнадо С. Кто? Или как в первых Минских еще и Торнадо У. Какая армия должна отвести Торнадо С? Если Торнадо С и Торнадо У были исключительно на вооружении Министерства обороны Российской Федерации и не Это я всё в поставлялись ни ролике в одну подберу, армию да. мира, так кто же тогда должен отвести, если российской армии там нет? Кто? Никарагуа? Подождите, вы сейчас хотите за Минские... Вы считаете, что Минские 2 не выполнялись со стороны России? Кто должен был отвести Торнадо С и Торнадо У? Какая сторона? Россия Кто? не могла этого сделать, потому что она... Минские 2 это трехстороннее заключение, насколько я помню. Какие три стороны? Это Украина. ЛДНР. Нет. Ну, области. На то время это еще области. Да нет же. Российская ОБСЕ. Федерация. ОБСЕ. Три стороны. Трехсторонняя... Вы что, смеетесь, что ли? Нет, Трехсторонняя подождите. контактная группа. И Это кого, Украина, кого куда вы впихиваете? ОБСЕ и Россия. Так Нет. подписано в Минских соглашениях. Россия там в качестве кого была? В качестве участника трехсторонней контактной Да, группы. ну, Да вы издеваетесь надо мной, что ли? Нет, Андрей, в качестве... Откройте Минские А западные соглашения, подписи. силы тогда в качестве кого были там? Какие западные силы? Ну, представители западных стран. Они подписывали Минские соглашения? На встрече, сама встреча, когда эти Минские соглашения, заключенные Минские соглашения, под подписи чьи стоят? Кто под... Вы что, издеваетесь надо мной? У вас есть телефон под рукой? Да, Телефон. подождите. Нет. Смотрите, Гуглите. сама Минские встреча... Гуглите Минские соглашения PDF. Прям в Google вбивайте Минские соглашения PDF. И открывайте сам, фото документа, подписи, там где подписи, и читайте, что написано там в подписях. PDF. Да, и фотки, открывайте фотки последней страницы. Там есть с подписями, прям, росчерки. Кто подписался? Так, Айнмалих. Так, это у меня на дальнюю надо снять. Да, пожалуйста, без проблем. Главное увидеть то, Комплекс что там мер по выполнению Минских соглашений. Вот это вы имеете в есть. виду? Вы PDF открыли. Да, Именно фотку документа. Не текст, а фотку. текст. Нет, вы фотку. PDF гуглите, я же говорю, PDF. А, вот, самый низ листайте. Там Это да, PDF, подписи. я же говорю. да. Листайте низ, самый низ. Участники, видите, Посол Хайди, вот эта женщина. Трехсторонняя контактная группа. Посол Тайди Халевини, это кто? Представитель какой стороны? Европейской. Он. ОБСЕ, она, ОБСЕ. ОБСЕ. Кто еще? Второй президент Украины Кучма. И третья сторона. Посол России. Подождите, это сторона гарантов. Захарченко, Захарченко, Плотницкий, это вот... Кто? Там написано, кто они. Кто они? Там написано, кто они. Снизу не написано, кто они. А что не написано? Кто же такие тогда? Это кто? Следуя вашей логике, здесь тогда, подождите, как мы к кому приравниваем? Почему вы приравняли посол Хайди? Я вам объясню. Трехсторонняя контактная группа состоит, что логично, из трех сторон. Правда, не из четырех, Украина, а из трех. Согласитесь, верно? Да. И там вы видите в PDF подписанты. Участники трехсторонней контактной группы. Одна сторона. Посол Хайди Тальявини. Это представитель ОБСЕ. ОБСЕ. Посредник. Да, одна сторона, Да, первая сторона.
второй президент Украины Леонид Данилович Кучма, и третья сторона. Почему? Подождите, как вы лихо. Откуда я знаю, почему Как так вы лихо. подписали? Нет, это вы так видите. А я объясню, как А я вы что вижу. видите, не так? Смотрите. Покажите, что вы видите, Смотрите, покажите. посол Хайди это одна сторона. Посол Да. Российской Федерации это та же сторона. Президент Кучмы вторая сторона. И Захарченко с Вы Плотницким видите третья отступ сторона. между этими? Вы видите отступ? Трехсторонняя контактная группа. То есть Раз, вы два, сейчас, три вы подписи. сейчас А из-за потом видите отступ. последовательности, из-за этого вы как-то... А кто вводите эти люди? себя в Они заблуждение кто? из-за Посмотрите, последовательности? там указано, смотрите, где указано Хади Тальявини, то указана должность. Посол. Если мы говорим про Россию, там чрезвычайный посол в Украине, заметьте, не на Украине, а в Украине. Там в Украине написано, правда? О, В Господи. Украине. Ну это на Ну, русском, а смотрите. потом- Я на Ну да, немецком, на русском. когда скажу Инди Украина, это будет А на потом Украине. еще два человека. Это кто они? Кто еще эти два человека? Это кто? Это люди, представляющие третью сторону. Где написано это? Где вы такое увидели? Но мы понимаем же это. Мы же не дурачки с вами. Кто должен тогда, по-вашему, отвести Торнадо С? Кто? Захарченко и Плотницкий. Откуда у них Торнадо С? Ну это вы у них спросите, было ли оно вообще у них. Ну, подождите, надо спросить у... как его? Зурабова этот ваш, который? Посол? Вы как-то Он же очень, подписал Андрей, Минские соглашения. Торнадо хитро С стороны не поставлялись распределили. никогда ни в одну страну мира. Министерство обороны России не осуществляло поставок РЗСО Торнадо С и Торнадо У ни в одну страну мира. Не Кто же поставляла? должен их отвести? Нет, не поставляла. А это какие? Там же все-таки есть эти модификации. Да не поставляла. Это современное оружие. Министерство обороны не При поставляло. Советском Союзе не было такого вооружения? Не Я было. Это спрашиваю новые сейчас. разработки. Нет, не было. Это А- новые разработки. А старые новейшие. разработки вообще были этих вооружений? Старый это Град БМ-21. А новый это Торнадо С. И что мы Ну, вы поэтому понимаете? отсюда можем вывести? А старые Катюша. Можем сделать логический вывод. Давайте. Что поскольку Министерство обороны никогда за всю историю не поставляло свое оружие Торнадо С и Торнадо У РЗСО ни в одну страну мира, то никто, кроме Министерства обороны, не может отвести их с линии разграничения, с линии фронта. О чем и взяла на себя обязательство российская сторона. А для чего туда внесли ОБСЕ? Как вы понимаете, какой смысл наличия ОБСЕ в этой трехсторонней контактной группе? Какой у них смысл? Для чего они нужны? Вообще, в принципе, там Ну да. для, Почему их туда внесли? Зачем они нужны? для фиксации, Для мониторинга. да. А для чего нужен мониторинг? Кому они предоставляют эти данные, этот мониторинг? Кому? Третьей стороне. Послу и На России. какой третьей стороне? Нет, конечно. Они как сторона-посредник. Ну, смотрите, вы понимаете, что на ринге, ну, бокс, один человек, один боец, боксер в красном углу ринга, Да. другой в синем. Да. И между ними рефери. Это и есть трехсторонняя контактная группа. Между Рефери участвуют в войне? Нет. Подожди, вы хитрый, Андрей, это вы так рассказываете, что между ними рефери. Да, между ними есть рефери. Это Но и есть еще ОБСЕ. есть угловые, то, кто, тренера за их отвечающие. Вот смотрите. Вот это смотрите. там посол, а там Россия. Рефери, как ОБСЕ в этой войне. Хитрый с 14 какой дядька года. попался. Они были нужны для того, чтобы проводить мониторинг. Да, А всё мониторинг правильно. заключался в следующем. Выполняют ли стороны взятые на себя обязательства по отводу войск, и Да. отводу тяжелой техники, вооружений и так далее. И они эти отчеты предоставляли общественности. Да. В первую очередь американской стороне и стороне Европейского Союза. Для чего? Для того, чтобы Европейский Союз понимал, выполняют ли стороны взятые на себя обязательства. Да, и к чему И мы поскольку- пришли? К чему мы пришли? Что делал Европейский Союз на основе отчетов ОБСЕ? Что проголосовали. Они То есть, накладывали смотрите, Андрей, санкции. они не зафиксировали, Они накладывали санкции, Европейский Союз и мировое сообщество накладывали санкции с четкой формулировкой. Вот, типа, мы ввели 4-й пакет санкций, и там есть формулировка этих санкций. Да, За как лица что? заинтересованные, они это сделали. Смотрите,
когда мы говорим, что там есть санкции, например, акт Магнитского, да, вы слышали про это в России, и за это тоже были введены санкции, за это преступление. Но там было конкретно написано, что согласно делу Магнитского, по акту Магнитского, тех людей, которые имели отношение к вот этому преступлению, конкретный там Иванов, Петров, там Сидоров, такой-то, 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 мы в отношении этих людей за это преступление Андрей, вводим санкции. я Это извиняюсь. отдельные санкции. А здесь санкции вводились с такой формулировкой: за невыполнение Минских соглашений. Андрей, И эти санкции накладывались на Россию. я ни в коем случае не хочу давить в личную болячку, но из-за каких преступлений вы получили санкции? Я получил санкции со стороны не Европейского Союза Нет, и не мировое сообщество, нет, а со стороны Владимира Зеленского, Да. со стороны правительства, к да. сожалению, за личную неприязнь, за свою политическую То деятельность. есть преступления вы не совершали? Нет, конечно, это же не доказано судом. Все правильно. И суда никакого не было, и Да. уголовного дела никакого не было. Ну, Ну, вы параллели никак не можете провести. никаких параллелей. Как У меня никаких? санкции введены без формулировки. Заинтересованные люди сделали то, что хотели, Это чтобы заткнуть вам, так За сказать, мою рот. политическую Да, деятельность. да. И это незаконно. Но Да. Европейский Союз вводит вполне законные санкции в отношении Российской Федерации. А на основании... В отношении на основании за нарушение Минских соглашений. Где? На основании отчетов Как- ОБСЕ. Что, да, но отчет ОБСЕ, там в какие-то моменты нарушали по минимуму обе стороны. Это Нет, все конечно, зафиксировано. Но Конечно, сама нет. армия... Когда вы открываете отчеты ОБСЕ, то там видно, сколько обнаружили танков, сколько обнаружили каких-то ракетных этих систем залпового огня, сколько обнаружили ТОС-1 Буратино они обнаружили. А откуда Ну, возьмется такая новейшая система вооружения подождите. ТОС-1 Буратино? Да, в Луганске? я соглашусь с вами, но Так в это то же Министерство время это происходило там, на Луганске, в Луганске и в Донецке. Ну а что в то время происходило со стороны Украины? Разве не накачивалась Украина тоже вооружением? Для защиты, конечно. А почему нет? Это же Ну, а логично. Мы с Украина вами, же как люди, защищается. почему не допускаем, что те люди, ваши сограждане, тоже имеют право на защиту? ТОС-1 Буратино — это Министерство обороны Российской Федерации. Россия от кого защищалась в Луганске? Не Россия защищалась, а те люди. А где же ТОС-1 Буратино взяли эти люди? Вы что думаете, что они пошли купили в военторге это? Возьмем, пойдем по-вашему, они взяли, дала Россия, даже не взяли, дала Россия. Они имели право защищаться или нет? Защищаться имеют право все. Но что означает «дала Россия»? То и Это что означает. означает? Как это? А как вы это видите? Преступление. Но это же преступление. Какое? Нельзя взять систему залпового огня или огнеметную какую-то систему и передать кому-то. Просто так. Это же нарушение законов Просто так. мирового сообщества Да. и Российской Федерации. В России нельзя взять оружие, принадлежащее воинской части 29/6. А что по этому и передать поводу его Россия кому-то говорит? без Что, приказа. что Это по приказ. этому поводу Россия сама говорит? Россия говорила... Ничего. Ну так, ну не может быть такого, Андрей. Ну как не может? Может. А вы сам как человек тот, который там жил, который потерял... Я видел лично русские танки. Да, я их лично видел. Я Фоткал. не о том. Новая техника. Вообще, приезжали эти грузовики. Я только в грузовиках не очень. МАЗы-КамАЗы. Короче, вот это, ну, военные с эти... Я не о том. Я о том, Муха что... не срала еще вообще. Вот То ваш- есть их подвезли ваш туда, к сосед, он границе, имел право выгрузили на- с эшелона и туда. Ваш сосед, он имел право защищаться, защищать себя из-за того, что у него другая гражданская позиция в его большой любимой стране Украина. Он Если имел право на сосед- защиту? Если сосед хотел, чтобы город Луганск неожиданно вдруг, вместо того, чтобы был составной частью, неотъемлемой частью Украины, стал частью России, если он хотел так русского мира и России, то Россия давно самоопределилась, и она уже существует. Да я это понимаю. Понимаете? Взял вещи и поехал себе, живи в Россию, все. Тогда границы были открыты, никаких Ну проблем стойте, не если было. я Можно буду было выезжать. разговаривать сейчас с человеком из Донецка, он скажет, почему тогда мои
сограждане украинцы, которые хотели в Европу, почему не взяли чемоданы и не поехали в Европу? Это лыжи, на которых В можно каком вдвоем смысле, как кататься. в Европу? Мы же не объявили, что теперь Украина не существует, и теперь это территория Франции или Германии. Это не так. Украина и до сих пор остается независимым суверенным государством со своими сложностями и проблемами. Да. Но это независимое суверенное государство. Да. Германия же это независимое суверенное государство. Так и она бы оставалась, вот те люди, которые бы хотели жить как в Европе, они бы выехали, а Украина бы вот так и... В смысле Она бы не жить как в вставала Европе? Мы же Россия, не она бы так объявляем, бы что была теперь... Украиной. Мы же никто не объявлял того, что Украина теперь не государство. Или Так что, и они например, не Луганск это собирались. территория Германии. И они не Нет. собирались идти в Россию. Они пошли в Россию, подняли русские знамена только когда Это в марте они пошли в месяце... Россию. А Россия туда пришла со своими танками. И с Какого огнеметной числа? системой. Какого числа? Про какой Смотрите, временной если мы период говорим- вы говорите? Если мы говорим про 2014 год, Да, да. то начиная с 20 февраля. Это в Крыму действия были. А как сильно можно отделить Крым от Луганска? В чем? В том, что... Ну, Россия начала полномасштабную войну в 22 году. Это уже когда со всех сторон танки пошли. Да. А война в целом началась с оккупации Крыма. Потом дальнейшее развитие событий. Оккупация части Я Луганской, немножко не Донецкой соглашусь. области. Я немножко, потому что война это все-таки противоборствующие стороны. При захвате... Война это оккупация каких-то сторон. Одной стороны военные действия, которые, возможно, приводят даже к оккупации, в отношении другой стороны. А было ли там сопротивление или не было там сопротивления? Поэтому, допустим, это зависит Запад от и говорит, геополитики. аннексия, он не употребляет слово война в то время, да? Оккупация. Крым был Аннексированный. оккупирован. Российская сторона это Отдельные по-другому районы называет. Донецкой и Луганской области, которые временно оккупированы. Подождите, Но Россия Андрей. это не признает, потому что она подлая. Это же вероломное нападение. Ну, Россия напала, это не вы объявив так войну. говорите. Я с Да третьей подождите, стороны... ну как это? Россия разве объявила войну Украине? Она же напала вероломно, без объявления войны. В 22 году? И в 14-м, и в 22-м. В 14-м, ну, где пересечение границы? Когда пересекли границу войска России? 20 февраля. В Крыму вы имеете в виду? В Крыму я Когда имею в они виду. вышли Конечно. из частей на... Конечно, конечно. Согласно договора с Украиной о расположении в Крыму воинских частей, они, естественно, не Так могли вы не сами принимать в начале участие. разговора что- сказали, что организм заболел. Но это же не означает, что если у человека инфаркт, что нужно у него бегом мобилу и бумажник тащить. Верно же? Это, Надо ему это помочь. аллегория ваша. Это аллегория. Давайте Она я прямая. приведу свою аллегорию. Вы поймете, как я размышляю вообще. Давайте. Есть государство X. Это государство, ну, есть народ в этом государстве. Есть конституция. Это как такой большой лом, в котором вот этот народ договорился по вот этим законам жить в одной стране. Это связующее кольцо этого народа. Это то, что их вместе соединяет. Этот народ X выбрал себе президента как представляющего себя на международной арене. Вот когда произошли события на Майдане, вот вы знаете, вот этот лом разорвался. Он больше не был связующим кольцом для вашего общества. Вы 20 февраля разделились. Янукович был еще в Украине, а войска России начали оккупацию Крыма. 20 февраля Янукович еще был в Украине. Но он, подождите, а в Харькове когда он выступал по телевидению? Посмотрите, когда он выступал. По-моему- 20 февраля Янукович был еще в Украине. Но он уже, по-моему, не был как не исполнял В смысле президентские не исполнял? обязанности. Исполнял. Нет, исполнял. По-вашему, он Был уже на то президентом. время самоосунулся. Так вот, к чему Да кольцо вот этот Нет, он лом был действующим развалился. президентом. Вы смотрите, вы путаете... К сожалению, Российская Федерация вероломно напала в самый, для нас неподходящий момент. Но в тот момент президентом был Янукович, и не было принято Верховной Радой решение об его отстранении, поскольку он вообще исчез. Она Куда, не кстати, могла верните этого вообще Януковича? сделать. А что делать? Януковича нету. Как Его нет он Россия у вас выкрала. в стране?
Разве он не Нет, мог куда-то выехать? когда Верховная Рада принимала это решение, его уже украла Российская Федерация на тот момент. Вертолетами вывезли его в Крыму. Это Военные вертолеты число у России. нас И это находится. произошло 22-го, 23 числа. А 20 числа Россия начала уже свою вот эту вот, назовите это военная операция, это война. Оккупацию Крыма. Мы Но Янукович простым еще языком с вами находится в разговариваем. Украине. Янукович еще не отстранен от власти. Он находится в Украине. Он находится в А Украине, Россия но уже он началась- больше не может исполнять команду. Кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Может, конечно. Почему не может? И его действия. Какие его действия? Вот я и Трусливо спрашиваю, его бежал. действия. Или, может, его похитили. Мы точно еще не знаем. Прям еще вот это не восстановили прям события. Он же молчит все эти годы. Где он? Где Как, Янукович? он высказался, Андрей? Подожди, ну перестаньте, он высказался. Про страусов. Что плохого в том, что я их Он поддерживал? струсил, да, он струсил, он, на мой взгляд, предал вас. Каким образом он оказался на территории России? Вывезли, Принуждали как вы его к сказали, этому. на Не вертолет. принуждали. Ни одной свободной пресс-конференции, где можно было бы задавать прямые вопросы международным сообществом, включая украинских журналистов, не было. Его, как вы сказали, вывезли на вертолетах. Ну так, может быть, ему поставили голову, пистолет в голове, типа, полетели и украли его. Мы же этого не знаем. Не знаем, вот это хорошо, это Ну, так моя это и кто мысль, мог когда это я сделать, садилась если вашим кто блогером. мог это сделать, если это вертолеты были российской армии? Кто же это мог сделать? Никарагуа снова? А действия вашего правительства, что они делают в этот момент? Как вы не понимаете, куда я веду? Мы не знаем, вы Правительство в правильно этот момент- говорите, мы не знаем этот еще, момент что с президентом. Происходит смена власти, переход власти. В этот момент в некоторых государственных институциях происходит вообще безвластие, поскольку это переход власти в результате свершившейся революции. Правильно. Но логично, в этот момент братские народы поддерживают государство. И мы Поддерживают вспоминаем и сейчас. оказывают всяческую поддержку. Андрей, А вот этот вот брат, который Андрей, пошел мы сейчас с вами воровать, вспоминаем пока, тогда пожар. 91 год. Это подлость. И я вспомню, как вы поддержали братский народ в 91 году. И когда Кучма объявлял о независимости Украины, поводом для этого что была? Революция в Москве. Вот так же и Крым. Какая революция в Москве? 91 Россия объявила о год. своей независимости раньше, чем Украина. Вышли из состава Союза. Союз развалился. Как понять развалился? Ну как? Вот ну так, вы не взял и используете, развалился. вы имеете право на выход. В вашем государстве есть День автосалоны? России. Когда празднуется День России? Подожди, я не россиянин, я никогда не жил в России, я не знаю. В вашем государстве есть автосалоны? Есть, это глупый вопрос. Вы, как гражданин этого государства, имеете полное право пользоваться автомобилем в автосалоне на аренду? Имеете же право? Имеете, это тоже глупый вопрос. Но есть процедура, чтобы вы, когда поехали на этом автомобиле, чтобы вас не объявили, что вы украли этот автомобиль, вы проходите определенную процедуру и оформляете документы. Вот тоже это легитимно получается. Но, как и в 91-м, как и в 14 году... Легитимность здесь ни при чем. Это законно. Но не легитимно. Легитимность здесь не имеет никакого Это я отношения. с простонародным Вы не языком. понимаете значение легитимность просто. Вы пользуетесь этим понятием, но не знаете Нет, его я значения. понимаю, что такое легитимно, просто я простым языком своим разговариваю. Мгм. Понимаю я. Это незаконно. Окей, легитимно, нелегитимно, уберем это слово. Это тавтология. Там просто если бы я употребил другое, это получилось бы... Легитимность это не законность, это не одно и то же. Это Законность и одно из- легитимность понятия схожие, Да, но это одно вообще не из- одно и то же. одно Суть этих из- понятий не одно и то же совершенно. Ну, я же соглашаюсь с вами, но не до конца. Просто одно из там дополнения, безусловно. Я к чему? К тому, что в 91 году произошло, что в 14, по сути, это одно и то же. Но вы как человек, не вы как юрист, не вы как нотариус или какая-то личность. Вы как В человек 91 почему-то году, одно оправдываете, воспользовавшись а второе правом на осуждаете. самоопределение украинского народа, есть украинский народ, он есть. Украинский народ существует.
И была украинская, советская, А что такое социалистическая украинский республика. народ? Разве это не украинцы, не русские, не татары? Украинский народ — это не русские, не украинцы и не татары. Вы сейчас меня убиваете. У татар есть Татарстан. Если мы говорим сейчас про А на русских татар из территории Татарстана. Украины, в Украине не жили русские, татары? Ну, и немцы жили, и что? Немцы Ну, и это как французы очень наверняка малочисленные. Немцы Ну, это возможно, и французы жили, возможно. это очень И о чем это нам малочисленно, говорит? да. Но О как чем нам это составляющий народ русских. Для использования права нации на самоопределение нельзя им использоваться многократно. Русские, как народ, самоопределились. Вон для них Россия. Да, Немцы самоопределились, германцы, германский народ. Для них есть Германия. да, Французы самоопределились. Да. Франция для них есть. да. Англичане самоопределились. Великобритания, вот, держи. Италия самоопределилась. Испания самоопределилась. И Украина самоопределилась. Да. Украинский народ самоопределился. И- Обозначил территории, согласился с соседями со своими. Да. Про то, что вы признаете нашу территорию? Говорит, да. Да. Мы с Россией договорились. Россия, вы признаете нашу территорию? Да. И весь Договор этот про государственную границу. украинский Договор. народ, Договор про государственную границу. И Да, я демаркацию знаю об этом. между Россией и Украиной. Кто подписал? границы признаны, демаркации не было. Кто подписал договор? Кто подписал? Я не помню, Путин не в этом подписал. суть. Не в этом суть. Ратифицировано этим парламентом, как он называется? Не в Господи, этом Государственная суть. Дума. Ну- Государственная Дума России при Путине. Почему То вы есть у не нас ответили есть на мой вопрос? общепризнанные границы. Эти границы признаны, в том числе Российской Федерацией. Да, И использовав право нации на самоопределение, украинцы самоопределились и создали свое национальное государство. Украина. да, но Так же, как только и белорусы Украина. в свое Что время. такое? Тогда объясните мне, пожалуйста, что такое украинский народ? Это только этническая составляющая, идеологическая что это? Что вот эту часть людей, Это которые... сложнейшее понятие, в том числе определение нации, как политической или как национальной, как части какой-то, как следствие определяющей какой-то культуры, языка и так далее. То есть здесь есть совокупность в Украине. Совокупность и Я того, не и поним- другого. Правильно говорите, я не понимаю, почему вы меня не понимаете. Народ Германии состоит из тех, кого мы в русском языке, если мы говорим сейчас, называем немцами, хотя это не немцы, да, они германцы, которые говорят на германском языке, Да, у тут которых вообще беда есть с языком, культурные если- традиции германские, да, и так далее. Но это не однозначно не все люди, жители Германии, не все граждане Германии. И есть французские жители Германии, которые говорят на Я не французском языке, говорил у которых про- часть французской культуры. Есть русские люди, которые живут в Германии, будучи гражданами Германии. Я Но не- все-таки самоопределялась нация германская как германская. И на то время причине здесь были наличия только большинства. немцы. И на то время самоопределения здесь в большинстве своем были только немцы. Ну, Даже- что логично. Да, Что но на логично. время вашего самоопределения процент русских и татар это половина, наверное, вашего народа. Да нет, с чего вы взяли? Откуда у вас такая информация? Нет, конечно. А вот вы Ну, это не так. в связи народ образуется в связи культурных каких-то общих связей. Народ да? образуется в связи еще и с исторически сложившимися Да, обстоятельствами. одно из. И просто. сегодня, на сегодняшний день, Какой у нас вы осталось... оратор классный. На сегодняшний день у нас остался единственный метод определения национальности. Если раньше национальность определялась документами, комиссиями, там чем угодно, замеряли нос, лоб, там череп, определяли родословную человека, может он считаться там представителем такой нации или не может, то сегодня в современном мире у нас остался один единственный метод. Это самоидентификация. И если человек, житель Украины, считает себя украинцем, как частью политической, как нации, как политической какой-то структуры, если он считает себя украинцем, исходя из этнической составляющей нации Даже не и так понимаю, далее, какие вы то дебри и сейчас никто сами не себя может загнали. ему сказать, что он не является украинцем. Нет Никто, таких людей, никто. которые определяют. Да. Только сегодня существует, если мы говорим в юридической плоскости, понятие гражданин Украины.
Все. А остальное ушло в морально-этическую плоскость. Украинец ли гражданин Украины или нет? То есть при У нас есть самоопределении украинцы еврейского происхождения. Украинцы есть татарского это происхождения. этнические евреи Это мы с говорим сейчас про гражданством этнических Украины. евреев, которые являются сегодня гражданами Украины Ну, и правильно, считают себя самоидентификацией, считают себя украинцами. У нас президент. А почему вы Зеленский, наделили он украинец. этих людей, самоидентифицирующихся, дали им только один раз самоидентифицироваться? Насколько я знаю, автономная республика Крым, она уже тогда не была согласна с тем, что попала она В в смысле? государство Кто вам Украины. такое сказал? Откуда у вас такая информация? Это люди эти говорят. Какие люди? Люди, Какие которые эти? живут в Крыму, вот почему я У людей есть представители. отдаю свое Для того, предпочтение. Для того, чтобы Люди, дайте я мнение хоть раз людей донесу свою точку выглядело зрения. объективно, люди выбирают представителей своих. А эти представители выглядят в виде народных депутатов. И когда мы говорим про решение депутатов, в том числе Крымского парламента, есть Рада Автономной Республики Крым, депутаты. И вот депутаты не голосовали в свое время, тогда не принимали эту резолюцию. И есть мемуары того же самого Стрелкова, который рассказывал, что депутаты, народные представители того самого народа Крыма, не хотели принимать никаких заседаний, вообще не хотели в этом участвовать. При этом тогда российская армия что сделала? Захватила Верховную Раду Крыма. Рада Крыма была захвачена. Там стояли пулеметчики. И лично Стрелков со своими представителями, которые приехали из России, русскими, лично Стрелков под дулами автоматов этих депутатов из своих собственных домов и квартир привозили туда якобы для голосования. Но в на итоге самом деле для чего? результаты голосования, а нет ни видеофиксации, ни отчетов о том, как проходило это голосование. В итоге они подождите, разве международный наблюдатель не приглашался разве? Приглашался, просто не поехал. Кто? Куда? Крым на референдум. Какой референдум? Референдум проводится по какому-то закону. А по какому закону его проводить, если этот лом разорвался, если культурно и политически этот народ больше не идет в одну сторону, они по-разному смотрят. Как мы можем ссылаться на это? Закона про референдум. Референдум про то, что часть территории может уйти к другому государству, его там можно передать кому-то, принимается только на общеукраинском референдуме. Поскольку Крым принадлежит всей Украине и всем гражданам, это земля, часть моря. И все граждане Украины должны принимать участие в судьбе своей страны. Все правильно вы говорите. Естественно. Так как же тогда человек, который живет на берегу моря, может сказать, все, теперь я Россия? Не может. По той самой причине, той самой же причине, по которой один из людей этого народа сказал: все, для нас сегодня вот этот господин герой, и мы идем по европейскому направлению. Но это же не означает, что теперь страна другая, в смысле? Пока еще нет, но так как не проводят опроса, страна разваливается, общество больше не единогласно. Эти люди могли бы заявлять про то, что они, например, выступают за не евроинтеграцию, а за объединение в какой-то там в могучий союз российско-украинского, белорусского народов. Но это политика. Это не означает, что при этом возможен сепаратизм. То есть взять часть территории вместе с морем и горами и отделить, сказать: теперь мы русские, мы теперь Россия, часть территории России. Там был мой кусочек пляжа, там был мой камешек на пляже, там были мои горы, там была моя земля. Крым — это моя земля, в том числе. Это земля человека из Львова, Запорожья, человека из Симферополя и Севастополя. Да. Граждане Украины точно так же, как и где-то там в Карпатах есть кусочек сосны моей и кусочек моих гор. Это мое, как гражданина Украины. То есть нельзя, не может сейчас часть Закарпатья сказать: все, мы теперь Венгрия. Просто отлично, так, конечно, супер. Не может. Если вы хотите Венгрию, взял вещи свои, жаль, что границы сейчас закрыты, я выступаю за то, чтобы они были открыты, и уехал жить в Венгрию, живи себе там. Да, кто против? Я, например, не против. И если кто-то хочет жить в России, Березки, Путин, ну иди и живи в Россию. Так они не хотели жить в России. Они хотели жить в большой Украине, которая
в которой народ украинцев вместе один. Вы поддерживаете санкции в отношении России, которые Европейский Союз накладывает? Это мы выстрелили себе в ногу. Мы от этого страдаем. Как я могу это поддерживать? Ну, ваши налоги идут на помощь Украине для закупки оружия, Ну да. для того, чтобы обеспечивалась армия, страна. Как вы к этому относитесь? Я против этого. А вы как-то публично высказываете свою позицию Конечно. в Германии? я Ну, типа, блок вы выступаете против, говорите, я не хочу, чтобы мои налоги шли на помощь Украине. Вы как-то высказываетесь Ой, против? я разговариваю. Да, я принимаю участие в митингах и блог веду на Ютубе также. А вы при этом уже гражданин Германии? 25 как лет уже. Я этнический немец, я через 3 месяца по приезду получил паспорт. Мне надо было всего лишь еще в Казахстане доказать, что я немец по-настоящему. И все, я сюда приехал. То есть вы самоопределились? Я А не почему могу вы не себе, захотели- я этнический немец. Как я могу А самоопределиться? почему вы не захотели провести в Казахстане часть референдума и объявить там часть земли Казахстана немецкой? Вы глупость говорите. Почему? Я же с вами соглашаюсь, когда вы говорите, рисуете картинку в Украине же, в Украине. При здоровых повседневной жизни украинцев, что да, не может никакая часть Украины уйти куда-то там. Я с этим соглашаюсь, вы правы в этом. Но произошли выходите на события, митинги- которые Вы выходите на раскололи. митинги с российской символикой? Да, не немецкий, какая российская символика? Я не знаю. Почему я никогда не жил ни в Украине, ни в России? Почему я должен или с русским, или с украинским флагом идти? У меня свой флаг есть. Но Просто ведь знаете, Андрей, в этой стране же есть кто-то, кто прав и кто не прав. Всегда в войне есть тот, кто прав, кто не прав. Как вы считаете, кто в этой войне прав, а кто не прав? это очень упрощенно. Я попытаюсь ответить коротко. Как я вначале сказал, что Украину решили раздербанить наши господа в галстуках. И это вот трое орла, когда прилетели, помните, 10 часов с Януковичем договаривались, ручались за оппозицию. Вы никогда себе не задавали вопросом, как представители, министры других государств могут ручаться за оппозицию, которая толпа, то есть рычаги влияния должны были быть. Понимаете? И отсюда короче, это больше в теорию конспирологии уходит. На сегодняшний день это высмеивается, но конспирология это все-таки наука. Да. Нет, конечно, конспирология не наука. Конспирология это наука конспирации. И как раз таки она очень хорошо Кто прав в этой войне, кто не прав? Это очень трудно. Почему? Я считаю, Что там что трудно? Кремль, то, что делает Кремль, он не мог по-другому себя повести. Подождите, по каким принципам можно определить, кто в войне прав, кто не прав? Потому что это больше не Какой-то война. есть сложный принцип. Да, я объясню, Почему? почему я Что так сложного? затрудняюсь. Я честно объясню, почему. Это больше не войны, как вот раньше мы были... война между двух государств. Сейчас это все глобализировано. Это больше... Да, границы между государствами есть, но все-таки это война каких-то, я не знаю, корпораций, влияний геополитических. Вот русские танки, вот русские ракеты. Какие Выражается корпорации? это все в таком виде, да. Но Как определить в любой войне? Вот государство X и государство Y воюют между собой. Кто виноват это в этой мы войне? по-старому Вот подходим по к этому. каким мы принципам можем определить, кто виноват из этих двух стран? Андрей, мы сейчас формат войны нашего понимания человеческого натягиваем на что-то новое. Да ничего нового не произошло. Ну вот сейчас начнется война между государством X и Y. Как мы будем определять, кто из них прав, кто из них не прав? А никак, потому что нет больше страны и X, и Почему? Y в полной мере своей, как единицы. Вы так сильно прям усложняете, ведь на самом деле ничего сложного в этом Нет, нет. смотрите, Очень почему просто. у вас связь В войне между государством X и государством Y правота будет на той стороне, которая защищается.
Это А не легко, право будет это та легко, страна, Андрей. которая нападает. И что в Андрей, этом сложного? разобраться в Что-то этом изменилось бедламе с тех вот так пор? это легко. Почему, А когда что-то изменилось? я объясню, почему Советский Союз, воюя с нацистской Германией, прекратили все между собой контакты, экономические, политические, а Россия с Украиной торгует по-прежнему. Но это война, и как вы ее называете, на Причем уничтожение здесь полное. определение, кто прав, кто не прав. Это Очень просто. Это очень Ничего в просто. этом сложного нет. Ну, Если я и Украина объясняю, бы напала что на это Россию, слишком то просто, а Украина это была бы не сложный права. механизм. А поскольку Россия напала на наше государство, то Россия не права. Поэтому Россия государство-агрессор, государство-оккупант, а Украина защищается. Вот и все, в этом ничего нет сложного. Не нужно тут усложнять. Это на одном из В этой уровней войне, понимания. все понятно и Это просто. на одном из Со своими уровней понимания. сложностями. Но это самое элементарное понятие. Как определить, кто в драке виноват? Кто нет? А как, кстати, подскажите, как в драке определить? Кто драку начал? Блин, вот как, вот вы все-таки, вот я больше живу в Европе, 25 лет, вот я все равно остался, вот здесь агрессия, в европейцы понимают так, кто первый ударил, тот и проявил агрессию. Ну да, логично, А конечно. я еще по-другому, по-нашему, по-старому. Первый, кто вот ударил, просто так не бьет. Его провоцируют на это. Его оскорбляют, его щипают, когда не видит кто-то. Понимаете? Просто Если так кто-то бьет только кого-то сумасшедший. ущипнул, то будет он виноват. Что вы Это говорите? физическое воздействие. Если кто-то кого-то ущипнул, то будет виноват тот, кто ущипнул. Это физическое воздействие. Так Да. нельзя. А если мы говорим про то, считаются? что двое стояли, ссорились, и друг другу говорили гадости, один другому и другой первому. И кто-то начал драку первый, тот, кто ударил. Виноват тот, кто ударил. А как тогда при всем понимании вот этого, как вы оправдываете у себя тогда или понимаете, почему большая часть, если Россия напала на Украину и все так, как вы говорите, почему большая часть украинских беженцев побежала в сторону России? Откуда у вас такая информация? Это С чего вы взяли? заявление, это статистика ООН. Откуда у вас такая статистика? Да нет, По-моему, это не так. 3 миллиона. По заявлениям ООН, да. Около 3 Да нет же, миллионов. Да нет же, смотрите, какая штука. Россия же оккупировала часть территории вместе с населением, которое там находилось. Нет, я говорю именно про беженцев. Да я же и говорю вам про беженцев. Вы, куда же беженцам подразумеваете бежать? жителей Крыма и... Я имею в виду всех, включая жителей Харьковской области, Киевской области, жителей Запорожской области, которые находятся в оккупации. Вы не помните? Как же они могут взять и даже если они имеют желание эвакуироваться из оккупированной части Запорожской области, попасть в Киев? Подождите, я сейчас задам тогда вопрос этот в Google. Как вы тогда, вы в Европе, а нет, вы в Канаде находитесь, как вы думаете, какое число украинских беженцев находится в западном мире? Для того, чтобы оперировать цифрами, нужно оперировать ими точно. Нельзя так сказать, как вы думаете? Я не знаю. На сегодняшний день порядка 10 миллионов украинцев покинули Украину. Они не вернутся домой. Да, я думаю, да, к сожалению, не вернутся. Поэтому Какие у вас есть предложения? Какие у вас есть предложения? Что вы предлагаете? Чтобы закончить диалог. Я на понял. каком-то- на Диалог каком-то- или вы имели в виду... Диалог. Говорю, как вы предлагаете, что вы предлагаете, как вы предлагаете закончить войну, быть может? Какие-то у вас есть предложения? За что вы выступаете? Какая ваша позиция итоговая, сформулированная? Так как я монархист и думаю все-таки, что эта конспирология в этом имеет место быть, я думаю, Вы что... монархист-конспиролог? Да. Без анунаков, без людей-змей, вот этого всего, это не про меня. Здравая конспирология. А Блаватская, Рерих, вот это все? Нет, боже Не-не-не. упаси, нет. Это вот то, что я сейчас перечислил. Зачем вы так? Не, ну мало ли, может там Нет, Амаки нет, а там Шамбалу. нет, Нет. какой? Там вот эти Мгм. жертвоприношения и гавахи, вот это, да? Что вы предлагаете, как Хорошо. монархист, У конспиролог? нас есть выход, только мы, люди,
Украинцы, немцы, русские можем остановить эту войну. Не представители государств. Они нас наоборот туда затягивают. Только мы как-то поняв причины, что нами управляют не совсем, ну скажем просто, редиски нами управляют. И за их какие-то учеты, недочеты мы льем свою кровь, мы должны остановиться. Все только разом, только так мы сможем. Остановитесь. Да, утопия, но по-другому я не вижу. Только мы, люди гражданские, можем как-то на это повлиять. Другие нас гонят туда на убой. Я понял. А вы, напоследок, вы как видите? Да, я вижу, чтобы Россия развалилась к чертям собачьим. Это в конце просто. концов. Но это не так уж и просто, это очень Нет, сложно. это для себя просто, для понимания, это просто. И когда Россия развалится, то будет такой же точно. В истории постоянно все это повторяется. Сценарий, как и при распаде Союза Советских Социалистических Республик. Когда страны Балтии, понимая, что вот он момент, бегом надо, пока в Москве не до этого, бегом Европейский Союз, НАТО, ментальная стена, границы, паспорта, все. Россия потом, ох ты, елки-палки, что там мы бухали такие, так, что, а что там Прибалтика? А уже нет никакой Прибалтики, уже страны Балтии, независимые государства, НАТО такие, ну, бля, просрали мы. Вот тогда, в 91 году, был шанс, мы им не воспользовались. Но когда следующий будет 91 год, ну, условный, когда в России умрет Путин, начнется война между Татарстаном и Чечней, когда вот это жрать нечего, опять там в Москве какие-то, мы бегом освободили оккупированные территории, чик-чик в домике, границы выставили, ментальную, самое главное. России не до этого, они такие, ой, да нам не до этого, короче, какой там Крым, какой Луганск, видите, что в Петербурге происходит. Захватили здание Смольного снова, там новое правительство сидит. И пока они там будут воевать друг с другом, Украина, все, чик-чики все-таки закрылись и говорят, все, вот вам дулю. И когда русские потом, так, блин, так, а что с Украиной? Ну ладно уже с Украиной, так, а что там Татарстан, кстати? И начнется такая же история с Татарстаном. А мы в этот момент уже будем такие говорить, хо-хо, мы уже все, мы в домике. Будем давать мудрые советы и высказывать глубокую озабоченность. Вот поэтому... А Татарстан будет воевать за свою независимость. И вот пока Татарстан, Бурятия, пока Чечня, пока Дагестан и другие малые народы будут воевать за свою независимость от метрополии, от Москвы, в этот момент Украина уже должна выдохнуть такие, типа, фу, вот только тогда все закончится для Украины. А до этого момента нет. Андрей, я, конечно, не соглашусь, и поэтому скажу, контент с раками на рыбалке, вот. А это крабы. А, крабы, да, извиняюсь, Это крабы. крабы. Надо сходить на крабалку. Все, тогда побежал я. Давайте, до свидания. Монархии Спасибо за привет. диалог. Спасибо. Так, подведем итог. Не ожидал я встретить его здесь. Да, раньше надеялся, туда-сюда. Очень долго затянуто. Но так как то, что он утверждает, это очень просто. Обвинять Россию и выставлять себя, Украину, как жертву. Это там завязаны. Я не знаю, почему на сегодняшний день люди отвергают такую науку, как конспирология. Она, да, сегодня дискриминирована в обществе. Вот Блаватской, то, что Андрей сейчас сказал, да, анунаками, вот этими змеями головами. Конспирология – это наука по конспирации. Разведка, контрразведка. И все, что с этим связано, и все, что к этому прилегает. Вот что такое конспирология. Автократия. Как может быть автократия? Главное, в нашем сленге, в нашем человеческом понимании есть такое слово, и мы понимаем, что такое автократия. Но на деле как это может выражаться? Без конспирологии. Здесь мы никуда не... Никак. Автократии, получается, нету. Спасибо. До свидания.